Я с гордостью представляю вам и всему миру будущее персональных компьютеров. Революционный Apple II. У меня вопрос. Вам же тоже хочется подогреть интерес к вашей игре перед релизом, чтобы в вашу игру сразу начали играть, а добрая комьюнити поддерживалась и придавала уверенности. Вот и мне этого хочется. Но так ли это просто в 2023 году, когда многие соцсети недоступны, а денег хватит лишь на шаурму? И наша задача разобрать все способы, которыми вы как автор сможете продвигать вашу игру совершенно бесплатно. А я Саман, и мы начинаем. А вы пока можете сходить за шаурмой. Я подожду. Как правильно продвигать свою игру до релиза? Я на 100% уверен, что перед выходом вашей игры вы хотели бы создать свою комьюнити. Ставь лайк, если это так. Но я имею в виду доброе комьюнити. Ведь есть способы, нацеленные на то, чтобы позлить людей. Но это не наш вариант, потому что вы будете иметь дурную репутацию и тяжесть на душе. Поэтому мы будем распространять игру только там, где можно, и с ноткой позитива. Что для этого потребуется? Так как я сказал, что это бесплатно, а вы уже, наверное, купили себе шаурму, то компьютер, VPN, чуточку скилла в монтаже и ваше время. Поехали к тестам. Для объективности буду тестировать все способы продвижения на новых только что созданных аккаунтов. И первое, что я протестировал, это Reddit. Я создал новый аккаунт, настроил его и написал туда пост о нашей команде и игре, естественно на английском языке, через переводчик. Будем ждать результатов, а мы дальше пойдем. Группа ВК. У нас уже есть своя группа, но я создам новую. Все по той же практике. Создал группу, назвал ее и написал первый пост о том, кто мы и что мы делаем. Писал с любовью. Также добавил теги. Так больше людей увидит мой пост. И раскидал я в такие группы, как Unity. И также ждем. И такие манипуляции я провел с Дискордом, Телеграмом, Яндекс.Дзеном и написал большую довольно статью на таких игровых сайтах, как DTF, StopGame и Playground. Там я рассказал про зарождение нашей игры PowerCool VR Simulator. Хочешь узнать, о чем она? Ну тогда слушай. PowerCool VR Simulator – это симулятор, где надо собирать и чинить компьютеры клиентов. Каждый компьютер выражает характер или профессию заказчика, а приятная атмосфера вашей мастерской поможет вам отдохнуть и даже найти вдохновение. Полная версия игры выйдет 20 декабря этого года, но скоро вы сможете поиграть в нее в раннем доступе. Будет качественно, не переживайте. Все спойлеры, обновления и анонсы вы найдете в нашей группе ВК. Ссылка в описании, а мы продолжаем. После простеньких задач я решил заняться самым сложным – это TikTok и YouTube. Для ТикТока и Ютуба я попросил нашего программиста заснять, как он программирует нашу игру. И сделано это довольно быстро, потому что для мотивации мы используем методы, изложенные в этом видео. Дальше нашел популярное видео по программированию, ё-моё, и смонтировал точно так же, как и в этом видео. А для Ютуба я смонтировал это же видео, но добавил туда закадровый голос, о том, как Артем решил этот баг. В ТикТок я выложу такое видео, а в YouTube такое. А нет, ничего не загружу. TikTok не грузит видео с России. В общем, на YouTube я нашел способ обхода. Включаем VPN и через компьютер выкладываем видео. Все. Так, ну что там? И первый это Reddit. И таких плохих результатов я точно не ожидал. Теперь Дзен, и надеюсь, здесь будет получше. Так, ладно, может в Дискорде повезет. Да ё-моё, что я делаю не так? Пожалуйста, напишите комменты. Может есть какие-то секреты, я вроде все так сделал. Playground это сайт с игровыми статьями, где меня потеряли. Так, хватит, продолжаем. Ну, хоть YouTube не подвел. На первом видео 9 просмотров, а на втором 4. И это нормальный результат для YouTube. Можно развивать. Также я выложил шортс, и он набрал 17 просмотров, что тоже хорошо, но ВК еще лучше. На группу подписался один человек. На первом посте было 17 просмотров, на втором 24, а в третьем 27. И это классный результат. Еще один лайк поставили, потому что при этом тесте случился один интересный момент. Этот пост себе на странице выложила популярная группа с ссылкой на этот канал. Да, они ошиблись с названием.
Ладно, на самом деле это я ошибся, когда писал первый пост. Но я попросил, и его исправили. В общем и целом, ВК тоже будет хорошо продвигать вашу игру, если им регулярно заниматься. Что мы доказали в нашей группе. Рекомендую подписаться. Там много чего интересного и обучающего. Вы сможете задать любой вопрос, и мы вам ответим. Ссылка в описании. DTF. Ну, DTF это такой же сайт с игровыми статьями, как и Playground. Тут у нас один подписчик, один лайк и один гневный коммент. Просмотров на первом посте 34, а на втором 29. Можно использовать. TikTok сработал на ура. Плюс 2 подписчика и на каждом посте 50 просмотров. Но все же Stop Game меня просто поразил. 155 просмотров. Это довольно неплохо и заслуживает вашего времени. Исходя из моих тестов, я рекомендую использовать вам 5 инструментов. YouTube вместе с шортсами. Рекомендую делать все детально. Теги, ключи и тому подобное. ВК. Делайте качественные посты. Ставьте хэштеги и просите, чтобы другие паблики выложили ваш пост. DTF. Пишите интересные статьи. TikTok. Желательно вертикально. И Stop Game. Так же как и DTF, рекомендую писать качественные и интересные посты. Вот и все. А с вами был я, Саман. Еще увидимся. Пока. Еще можно презентовать вашу игру как бизнес-проект на мероприятиях точки кипения. Ссылка в описании.